Меня зовут Ирина. Выбрала свой путь, путешествие, много стран, драйв. Чего же еще желать? Друзья, всем привет, с вами Михаил, и сегодня я начинаю новый спецпроект на моем канале, где вы сейчас смотрите это видео. Я начинаю спецпроект, посвященный интервью с разными членами экипажей разных авиакомпаний. И сегодня первым будет старший бортпроводник авиакомпании Red Wings, ее зовут Ирина. Друзья, всем добрый день, меня зовут Ирина. Я летаю в авиакомпании Red Wings и занимаю должность старшего бортпроводника. Ирина, а как вообще появилось желание стать бортпроводником? То есть это какой-то осознанный выбор профессии или это произошло совершенно случайно? Как таковой мечты с детства у меня не было. Мне предложили, когда мне было 19 лет, пройти этап отбора на кастинг в авиакомпанию «Уральские авиалинии» за компанию. К моему счастью, я прошла все этапы отбора, прошла врачебно-летную экспертную комиссию успешно. И в 2007 году мы приступили к первоначальному обучению на должность бортпроводника гражданской авиации. То есть, насколько я понимаю, вы учились одной профессии, а потом решили выбрать авиацию? Уже работая в гражданской авиации, я продолжала свое обучение в университете на заочном отделении. И, закончив университет, я все-таки выбрала свой путь именно в гражданской авиации. Ирина, а что нужно для того, чтобы стать бортпроводником авиакомпании Red Wings? Для того, чтобы трудоустроиться в авиакомпанию Red Wings, вам понадобится первоначальное обучение по профессии бортпроводник, либо быть действующим бортпроводником гражданской авиации и иметь допуски на те воздушные суда, которые эксплуатирует наша авиакомпания. Ирина, а какой у вас опыт работы в гражданской авиации? Свой путь я начала в далеком 2007 году. Получила вот как раз-таки на базе уральских авиалиний первоначальное обучение на должность бортпроводника. Получила долгожданное свидетельство. Затем я практически 6 лет отлетала в моей любимой компании Трансаэро. Был опыт работы в авиакомпании «Россия», и теперь я в авиакомпании Red Wings. А чем привлекла авиакомпания Red Wings? В прошлом году авиакомпания Red Wings открыла хаб в Екатеринбурге, и для меня показались данные условия труда максимально комфортные. Что я хотела от компании, это отсутствие командировок, либо сведение их к минимуму. Новая авиатехника, больше свободного времени, которое я могу проводить с друзьями, близкими, родными мне людьми. Хороший, сплоченный, дружный коллектив. Чего же еще желать? Насколько я понимаю, вы базируетесь в Екатеринбурге. Какие направления предлагает авиакомпания Red Wings из Екатеринбурга? Да, все верно, мы базируемся в городе Екатеринбурге. Из Екатеринбурга вы можете улететь по таким направлениям, как Ижевск, Самара, Нижний Новгород, Махачкала, Казань, Барнаул и множество других, потому что маршрутная сеть из Екатеринбурга растет с каждым днем. То есть прибавляется очень много рейсов ежедневно. Какие требования предъявляются к внешнему виду бортпроводника? Да, требований множество. Приведу в пример несколько. Такие как, допустим, прическа должна быть классическая, волосы должны быть забраны в пучок, макияж в зависимости от времени суток либо дневной, либо вечерний. Также украшения, что касается сережек, они должны быть классической формы, небольшие, с отсутствием вставок из цветных камней. Маникюр
либо красного, либо пастельных оттенков. Допускается также классический французский. Ну и туфли должны быть на устойчивом каблуке от 3 до 5 сантиметров, кожаные. Ну и, соответственно, бортпроводник всегда должен быть опрятен, аккуратен. Чем вас привлекла профессия бортпроводник? В первую очередь, наверное, своим ненормированным графиком, потому что график офисного работника – это не мое. А во-вторых, это путешествие. Я смогла за все время работы увидеть много стран, городов. Я имела возможность общаться с разными людьми. Это действительно какой-то испытывать каждый день драйв. Какие сложности в работе бортпроводником? Многие ребята идут в профессию за романтикой, но не будем забывать, что в первую очередь это огромная ответственность, это обеспечение безопасности, обслуживание пассажиров, оказание первой медицинской помощи, решение нестандартных вопросов и много других ситуаций, требующих ответственности и профессионализма. Какие ошибки совершают пассажиры? В первую очередь, наверное, пренебрежение собственной безопасностью. Например, в таких случаях, когда самолет находится на рулении, в движении, на наборе высоты, на посадке, то есть люди могут вставать со своих кресел, открывать багажные полки, не боясь за свою жизнь и здоровье. Также в горизонтальном полете, во время полета в зоне турбулентности могут встать и пойти по салону, не боясь за свою жизнь и здоровье. Ирина, какие вы можете вспомнить интересные и забавные случаи, может быть, просьбы пассажиров? Ну да, были. Просили и форточку приоткрыть, цитирую дословно, потише лететь, потому что двигатель шумел, солнце убрать, потому что в глаз светило, и много-много других курьезов. Какие у вас увлечения и интересы? После того, как я завела свою собаку, я провожу все свободное время по максимуму с ней, точнее с ним. Также с подругами, близкими мне людьми мы посещаем культурно-массовые мероприятия. Ну и за столько лет в авиации я все-таки не потеряла любовь к путешествиям. Что вы можете пожелать будущим пассажирам? Хочу пожелать нашим пассажирам чистого неба, мягких посадок, чаще путешествовать и выбирать для своих путешествий авиакомпанию Red Wings. До новых встреч! Друзья, это было интервью с Ириной, бортпроводником авиакомпании Red Wings. А я напоминаю, что это был первый пилотный спецвыпуск нового моего проекта на моем канале в YouTube «Интервью с бортпроводником». Надеюсь, что вам понравилось. Пишите обратную связь под этим видео. Буду рассматривать ваши комментарии для следующих возможных таких же спецвыпусков с другими бортпроводниками. На этом все. Всем пока!